Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас видео про хоечки. Хои — это прекрасные лианки, и особенно популярностью пользуются мелколистные хоечки. Девочки, знаю, что вы любите мелколистные хоечки. Часто у меня спрашиваете про наличие излишков. Ну, могу поделиться только с резиками. Пишите, пожалуйста, в Facebook, добавляйтесь в друзья. Анна Ярощук. Девочки, вот я сегодня пришла, смотрю, а здесь такая красота, вы сами видите. Уже скоро весна, и моя кранхиниана Black Leaves вовсю начала цветение. Причем я даже особо как-то не наблюдала за этим явлением формирования, за этим сказочным явлением формирования цветоносиков. А здесь я прям сегодня думаю, она так, знаете, по сравнению с лакунозами, она не сильно прям так ярко ароматит, хотя цветочки, корзинки очень похожи. Посмотрите, сейчас прям хочется вот так сделать. И поближе есть желание показать. Эти цветоносы, они на большое количество раз цветений много. Короче, вы поняли меня, да? Много раз один цветонос у хоечки может зацветать. Слушайте, ну это прям великолепие. Прям великолепие. Я пришла их пополивать, потому что, девочки, обратите внимание, вот в таких вот горшочках они у меня. И вот кранхиниана Black Leaves вообще такая вот дама, многие на нее жалуются, у меня тоже были на нее сначала жалобы. Возможно, я где-то ее пересушивала, где-то переливала. Она у меня в начале нашего знакомства с ней просто превратилась в такую, знаете, тряпочку, я бы так сказала. Не было у нее тургора. И я ее не стала пересаживать, я вам рассказывала. Просто я вот так вот подстригла ее, девочки, вот так. Прям вот так взяла и подстригла. И ту часть черенков, которые я стригла, я их попыталась укоренить, у меня получилось. А эту часть с непонятными корнями, что там, я не знала, что в горшке, я не потрошила, так и оставила. Просушила. Мне показалось, что она залита. Потом дозированно поливала по чуть-чуть, там по столовой ложке. И она возобновила свой рост. После этого, когда она начала уже наращивать корневую новую и новые веточки, я ее пересадила вот в такой вот вазончик. Я теперь здесь ее поливаю, здесь оставляю водичку. И она прекрасно растет. Прорастила туда, видите, корней сколько. И довольная. Растет и цветет. Ну, так где-то в метре от окна. На нее так слегка рассеянный свет попадает, но ей этого достаточно, чтобы даже, девчонки, зацвести. Так что вот такая история с моей кранхинианой Black Leaves. Посмотрите, Black Leaves, потому что вот такой вот с темным отливом листочек. Интересная, интересная. А-ля лакуноза, но не лакуноза, как оказалось. Сейчас вот я налью, здесь есть в горшочке, вот, видите, такая вот выемка. Я налью водички, чуть-чуть сверху, вот буквально чуть-чуть сверху добавлю, остальную всю воду вот в этом оставлю, тут вот отметка максимум. Оставлю здесь, и она будет себе дальше расти и радоваться. Так что вот такая прелесть, смотрите, какие у меня уже косы у нее. Это учитывая то, что она постоянно у меня пользуется популярностью, и очень часто я ее черенкую, девочки. Так, смотрите, кто выше у нее в соседях. Это не менее интересная Хоя Куртиси. Так, сейчас я покручу. Она у меня из одного узелка, девчонки. Вот был вот такой куплен мною один узелок несколько лет назад с 2 листиками. И вот так она у меня, ну, за 3 года, наверное, уже. За 3 года или за 2. За 2,5, скорее всего. Она вот так уже у меня нарастила вот такие косы. Но я вам скажу, она у меня ни разу не цвела. Даже цветоносов я на ней не видела. Видела, у девчонок есть прям уже
варианты полностью с заливкой, серебряные. У меня, девочки, вот со сплэшиком. Вот такая вот. Она просто в классической горшочке с грунтом и в таком вот импровизированном кашпо. Это моя керамическая кружка любимая, которой я отбила ручку. Расскажу вам по секрету. Ну, вот так растет. Тоже делюсь с девчонками. Она не сильно прям такая вредина. Главное ее вовремя поливать и не заливать. В общем-то, вот на подвесе она вот так вот красивенько растет. И меня радует. Так, чуть повыше такая дамочка у меня здесь, которая немножечко покапризнее, девочки. Это Ротундифлора. Она меня, знаете, чем всегда как бы огорчает? Она очень часто вот так делает, засушивает краешки новых побегов. Видите, вот новая веточка, бац, и засушила. Здесь что-то непонятно. Ну вот новый побег идет. Новое направление роста. И как-то она не сильно охотно, вот этот пошел наверх, не сильно охотно она наращивает эти свои красивые, обалденные листики. Видите, какая интересная? Вроде как она природником является, а все, что является не гибридом, а природником, оно все такое с ним на вы. Но растет нормально. Я ее перевалкой пересадила в больший стаканчик, может, пару месяцев назад. Но пока такого прям активного роста корней я не вижу. Они есть. Вот, есть. Я ее поливаю тоже дозированно. Вижу, что можно немножко водички добавить. Вот так она у меня в стаканчике, без дренажных отверстий, растет. Так. В общем, это все то, что касается хойчик, которые здесь у меня расположены друг за дружкой. Но эта красота цветет постоянно. Иногда вот вижу, портит листик, я их просто снимаю. Ну, естественно, вот какие-то следы залива, возможно, на листьях, на некоторых не часто, но встречаются. Есть отмирание листьев у любого растения. Здесь у меня моя любовь расположилась, очень популярная среди девчонок, любительниц мелколистных хой. Это варигатный вариант хои хишкелиана. Ну, она такая интерьерная, красивая. Часто девочки спрашивают ее у меня. Я, бывает, укореняю, когда есть у меня укорененные. Она, кстати, в тепличке очень хорошо укореняется. Буквально можно один даже узлик укоренить без проблем. Девочки, она поначалу может немножко вас понапрягать тем, что она не сразу и не быстро адаптируется к вашим условиям. Ну, а потом она уже, в принципе, нормально начинает расти, и все у нее в порядке. И вот такие вот она растит прекрасные косички. Сама, сейчас покажу. У меня тут уже длинные косы, я просто ее так вот. Сама уже она ветвится. Вот это ее тыльная сторона листочка. Вот мне нравится, когда она вот так красивенько, пышненько, когда разрастается вот таким кустиком. Она у меня здесь на люстре. Растет она у меня вот в таком горшочке с грунтом, с добавлением различных разрыхлителей. В общем, я на нее, в принципе, как бы сначала я на нее жаловалась, как-то к ней присматривалась. Ну, а теперь вроде как мы с ней подружились. Вот у нее цветоносики недавно цвела. Цветет она так прикольно, небольшими соцветиями, такими интересными, и пахнет молочкой. Молочно-кислым пахнет. Я вот эти вот косы просто забрасываю вот так наверх. Так вот делаю. Делаю вот так, чтобы это было вот так пышненько, красивенько. Вообще прикольная. Она мне очень нравится. Девочки, обычный мой сигелатис наконец-то собрался цвести. Кто любит сигелатисы, у меня их два. Покажу второй, который уже цветет. Вчера еще видела корзинку, надеюсь, сегодня
не сбросил ее. И этот, наконец-то, тоже вот цветоносик. И вот здесь есть очень длинная такая веточка, и на краешке у нас уже появились бутончики. Я очень хочу увидеть цветение обычного сигилатиса. Как по мне, судя по картинкам, очень такая красивая корзинка получается, но, по-моему, не ароматная. Мне не сильно нравится, как у него на большом расстоянии располагаются узлы, видите? Но я его не закручиваю, а вот так он у меня свисает здесь по соседству с моим уже давнишним другом, чистящим воздух, которого надо обновить. Вот весной, девочки, возьмусь, поотрезаю вот эти вот все у хлорофитума новые вот эти вот корзинки, я их так называю, корзинки, новые ростики, и высажу, то что этот уже себя, по-моему, изжил, и уже он плохо себя чувствует, найдет свое продолжение в своих детях. Так, здесь у меня Ваети триколор, девочки, вот все просят у меня его, я уже прекратила его резать, вот в понедельник срежу уже крайний пока череночек, вот этот, потому что уже девочки пообещала и отправлю, и все, пока я в этом году его не буду резать, потому что он красавчик, но растет, девчонки, очень медленно. Новые листики вот с такой вот терракотовой окраской, красавчик. Так, ну и, конечно же, мой красавец эскимос, я его так называю, но это лакуноза эскимо сильвер. Вот смотрите, я вам только что показывала кранхиниану, вот лакуноза эскимо тоже точно так же цветет, но она имеет более яркий аромат. Тоже вся в корзинках, слушайте, цветет постоянно, постоянно. Ну, единственное, бывает у нее отдых, когда какие-то не сильно благоприятные условия, либо сильно жарко, либо сильно холодно. Ну, скорее, когда сильно жарко и не хватает ей влаги в атмосфере, и не хватает ей там полива. Кстати, она очень быстро, девочки, пересыхает, очень быстро. Так что, если вы лакунозу именно эскимо высаживаете, то старайтесь следить за поливом. Возможно, каких-то влагоемких компонентов побольше в грунт, потому что пересыхает. Она, конечно, и отпоить ее можно быстро, но, блин, она так быстро пересыхает. Вот смотрите, на одной веточке вот 2 корзиночки симпотные. Здесь, боже, я смотрю, столько корзинок. Я, бывает, даже не замечаю, только уже когда запах в комнате, я уже иду на поиски, говорю, ага, все понятно. Так, вот моя Ребекка. Она, конечно, хотелось бы, чтобы была попышнее, но вот ее, девочки, только 3 такие длинные косички, у которых на краешке тоже формируются цветочки. Ага, вот я вижу. О, будет разветвляться, класс! Я хочу, чтобы она пышнее была. Вот здесь тоже цветоносик, и там набирается. Она мне нравится, у нее симпатичная очень корзинка. Сейчас пока она еще не набралась, но она такая, знаете, розовенькая. И, кстати, вот Ребекка, в отличие от лакунозы и кранхинианы, она приятно ароматит. Ненавязчиво и так приятно-приятно. Мне очень нравится, как Ребекка пахнет. Вот такая красота. Здесь тоже, смотрите, 1, 2, 3 цветоносика. Ага, а здесь, сколько здесь цветоносиков, девчонки, посмотрим. 1, 2, тоже 3 цветоноса. Вот что интересно, та веточка, которая подальше в тенечке, у нее покрупнее листики и более такие темно такие, знаете,
насыщенно зеленые. А те, которые ближе к окну, они какие-то мелкие, смотрите, да? И не такие яркие, то есть у них как пересвет получается. Говорит о том, что она все-таки, наверное, любит полутень, а у меня здесь прям для нее, наверное, жарковато. Но зато будет цвести. Кто как любит. Или пускай цветут и будут с такими не сильно симпатичными листиками, либо идут в тенечек, и там будет меньше цвести, но будет листва красивее. Кому как нравится. В общем, тут у меня на стенке Ребекка, Лакуноза и Ваети Триколор. Ну, а рядышком красавец Сигилатис. Ну, он, да, он прикольный. Красавчик. Девочки, вот сняла с полочки свою любовную Полинейру Альба. Смотрите. Красотка. Ну вот, жду, пока она как-то вот здесь нарастит побольше. Видите, она у меня как живет? Она, девчонки, сейчас покажу. Она у меня живет вот в таком горшочке, куда я наливаю водичку. Она ее очень быстро выпивает, эту водичку. Сейчас у нее стоп-рост. Она сейчас молчит. Но воду выпивает очень быстро. И чтобы она у меня с этого стеллажа, вот здесь она стоит, не падала, у меня было уже, что она улетела, я ее, девчонки, вот так в керамический горшочек ставлю. И все время, конечно, слежу за поливом. И вот там она у меня стоит. У меня сейчас полив орхидей и полив хой. И, в общем, она, как бы я при помощи этого горшка ее утяжеляю, потому что эта коса просто ее переворачивает. Переворачивает, она только просыхает, она летит кубарем с полки. Это вообще. И еще одна у меня тут дисхидия, покажу вам. Точно так же, в таком же горшке. Это Apple Leaves. Марине спасибо. Смотрите, Марина, какой у меня уже ваш Apple Leaves. И вот новая веточка. И он тоже у меня переворачивается. Он в точно таком же горшке. Вот этот еще больше любит пить. Потому что я стараюсь как бы и часто поливать. Но вот без этого подстегного резервуара с водой я бы, наверное, вообще его через день поливала. И тоже падает, потому что вот коса перетягивает. Ну, смотрите, растет хорошо. Сейчас солнышко стало чаще, и он прям вообще. Дисхидия Apple Leaves. Она классная растюха. Видите, почему Apple? Потому что листики похожи на яблочки. Такая прикольная. Прикольная дисхидия, мне она очень нравится. У меня не одна дисхидия, у меня их несколько вариантов. Вот у меня еще одна, сейчас вам покажу. Вообще стоит в тени здесь. Сын попросил, говорит, мам, поставь ее сюда, мне на полку. Это, видите, дисхидия авата. У нее лист укрупнился, так как она далеко от окна, видите, вот так вот, в тенечке. И у нее прям стал крупнее и более насыщеннее листик. Представляете? Я переживала, что... И она здесь цвела. Вот уже подали цветочки. Получается, дисхидии этой достаточно вот такой вот полутени. И не обязательно тащить ее на окно. Она неплохо будет у вас расти вот так вот вдали от окна. Представляете? Вот так вот. Тоже засушила вот тут немножечко краешек, но очаровашка. Так что тоже охотно ею с вами делюсь. Ну, вот вижу, видите, позасыхали краешки. Ну, посмотрим, как она будет развиваться. Если что-то пойдет не так, конечно же, я ее отсюда уберу поближе к окошку. Но пока все нормально. Я хочу ее подстричь вот так вот, чтобы она была ровненькая. Так что вот это пойдет у меня, кто захочет, на излишечки. Так что, друзья мои, вот такие вот дела. Сейчас полью я эту красоту. Здесь у меня, я все забываю, как ее звать, та, которая несговорчивая. Она такими колокольчиками цветет.
желтыми. Но я, конечно, этого цветения еще не дождалась. Но я с ней постоянно в напряжении, с этой хоей. Не, девочки, пателла пинк у меня была, не выжила. Это по-другому как-то называется, но не пателла. Короче говоря, подпишу. И вот смотрите, смотрю сегодня, она засушила ус. В общем, начинает свою песню. Не знаю, что она хочет. Очень часто бывает, что какой-то неудачный черенок покупаешь. Я уже ее пересадила в новый грунт перевалкой. Сейчас не буду ее поливать. Вижу, она еще влажная. Но корни пока у нее не вышли к стенкам горшка. В общем, короче. Она прикольная, но вот у меня с ней что-то не получается, девочки. Не знаю. Есть такие хоечки, с которыми надо, конечно, на «вы». Здесь у меня две хоечки, тоже Маринины подарочки. По-моему, это гигас. Наконец-то пошла расти. После перевалки начался корневой рост. Вот, смотрите, плюс весна. Чуют весну. Но и любят хои. Если хоя стоит и не движется, надо ей немножечко либо замену грунта сделать, питания мало, либо как бы и оставить в том же горшочке, да, просмотреть корешки аккуратно, либо сделать чуть больше грунта дать. Возможно, она уже переросла свой объем грунта и ей тесно. Вот это интересно. Когда зацветет, не знаю, пока не цветет, но растет она вот так. У нее вот вверх направление роста. Не знаю, может, ее можно было сделать паникающей, но пока у меня она так растет. Интересная тоже хоечка, такой глянцевый листик, прикольная, мне нравится. И вторая, более с такой нежной листвой. Девочки, я забыла, как ее звать. Тоже после... Они одинаково в один день пересаживались, в один субстрат. И вот тоже пошла расти. Она такими желтыми цветочками интересными цветет. Я посмотрела в интернете. У нее нежный опушенный листик. Интересный. Девочки, покажу вам своего мишку Тедди. Давно не показывала. Ох, долго я с ним мучаюсь. Это, конечно, еще тот фрукт. Короче говоря, девчонки, в грунте не захотел сидеть. Пересаживался несколько раз. В итоге вот в такой горшочек пошел с наполнением. Сначала грунт обычный был, ну как, в который я все хуечки высаживаю. Не случилось, не получилось. Потом, в общем-то, из грунта вытряхнула и в плагрон. И вот на фитиль. Здесь, конечно, уже позарастало, но смотрите, видите корневую? Корневая проросла в дренажные отверстия, добралась до воды, и фитиль работает, и корни работают, и более или менее процесс пошел. Не так, как хотелось бы, но более или менее, девочки. Вроде как вот направление роста. Вот только что здесь в очередной раз сняла одно направление, которое присохло. Вот смотрите, сколько было попыток ему начать жизнь заново. Это просто какой-то кошмар. Все-таки сложная, как для меня, в моих условиях хоя. Вот смотрите, сколько попыток у него было новые направления роста выдать. И уже здесь вот это вот крайняя попытка тоже не случилась. И вот я сейчас смотрю, что вот как бы вот это с листиком, вот с этим, возможно, сформируется направление роста новое, и возможно что-то там будет, да, вроде как, ну я не знаю, девочки, возможно, вот это, видите, очень хотелось бы. Я не знаю, сколько еще нужно времени, чтобы он порадовал активным таким, знаете, классным ростом.
Ну, я набралась терпения. И, кстати, вот сейчас с водичкой ему стало получше. Я думаю, что уже можно в водичку добавлять удобрения для роста. И может быть, возможно, что-то да будет. Я сейчас пойду возьму, наверное, пару горошин долгоиграющего удобрения и прям туда брошу, девочки. А чего? Пусть оно там растворится, и он попьет. Или можно даже вот сюда в грунт лучше бросить, и при поливе каждый раз будет в грунт брошу. Потому что там оно, кстати, может обжечь корни. Если долгоиграющее, там большая концентрация, может обжечь эти корешки, которые туда вышли. В общем, что-то надо делать, девчата. Надо ему помочь. Это ж пенисюлярис, да? Хоя пенисюлярис. Она прикольная, лист классный. Но, как по мне, очень сложная. Вот в моих условиях, в моей жаркой квартире, летом особенно, не нравится ему. Ребята, ну еще один красавчик сигелатис, которого я вам обещала показать. Он у меня растет вот так на опоре, на круговой, и цветет. Сейчас я вам покажу поближе его корзинки. Вот одна корзинка уже в цвету. Посмотрите, какой прикольный, да? Такие звездочки. Сейчас. Мне нравится и форма, и цвет. Единственное, что нет аромата. Ну, для кого-то, может, это и хорошо, что сигелатисы не ароматят. Такая прям, слушайте... Ой, она достаточно тяжелая такая. Ух, красивая корзиночка. На солнышке, конечно, это смотрится вау. И вот вторая готовится. В общем-то, он тоже дает немаленькое количество цветоносиков. Вот здесь вижу тоже цветоносика. Куда это он там? Куда это он там? Ой, или это не цветоносик? Не пойму, девочки. Цветоносик. Цветоносик. Я его вывела наружу. Он прям туда на грунт упал. Представляете? Это вот такой вот красавец. Ах, 001, по-моему, так он называется. Красивый очень. У него листья отличаются от обычного стандартного сигелатиса. Растет он у меня на южном окошке с притенением летом. В керамической такой посуде. Я его вот так направляю, растущие ростики, наверх и накручиваю на опору. Тут надо прихватить. Очень красивая, как у жучка, форма листвы. Мне он очень симпатичен. В общем, я не жалею, что я его приобрела. Хочу показать вам свою Метрату Сильвер. Я сейчас ее тут спасала. Она в качестве опоры использовала вот этот аксессуар от римской шторы. Я ее, конечно, освободила от этой опоры. Смотрите, какой красивый лист. Я здесь полив орхидей, поэтому немножко ей досталось. Очень красивый листик на солнышке, прям вау, новый. И вот узелок новый. Листик прям упирался в окошко. Я перекинула на стоечку. Здесь новая пара листьев растет. Это цветонос орхидеи Майи. И вот они здесь вдвоем. Не знаю, засушит ус или нет, но я перекинула вот здесь Клеодора, ее усик прикрепила. И вот так вот направила вверх. Девочки, не знаю, отсушит, не отсушит, но очень не любят хои, когда вот так их побеспокоишь. В общем, Метрата Сильвер, что называется, почувствовала весну, и дело пошло. Видите, новые пары листьев. Этот листик начал еще в январе месяце свой рост, стартанул, так сказать. Ну, не знаю, девочки, я вмешалась в ее личную жизнь. Посмотрим, чем это закончится. Вообще думала ее снять отсюда, но потом, поразмышляв, думаю, пусть она тут также и останется. Очень хочется увидеть ее
загар на солнечном свету, так сказать. Но вижу, уже вот она прям переливается. Да, красота. Немножечко отлив розовый такой появляется. Очень будет интересно пронаблюдать после вмешательства, что этот усик скажет нам, насколько она вредена, или ничего плохого не случится, она ус не отсушит, либо она начнет его сушить. Каудаты, например, они сразу реагируют на подобные вещи и сразу отсушивают усики. Ундулаты, кстати, девочки, тоже. В общем, вот такая вот прелесть. Всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого наилучшего. До встречи в комментариях.